Первым делом пассируем мелко порезанную луковицу. Сюда я налила буквально 2-3 столовые ложки оливкового масла и 2 минутки обжариваем. Вот так помешиваем. Далее добавляем мелко порубленную морковь. Ее можно также натереть на крупной терке, но моя семья любит, когда вот такие маленькие кусочки. Тоже 2-3 минутки вместе с луком пассируем. Спустя 3-4 минуты добавляем мелко порубленные грибы. Это у меня шампиньоны. И тоже еще где-то 3 минутки вот так вот на среднем огне помешиваем. Будем все вместе пассеровать. Следующим добавляем картошку. Ее я точно так же порезала кубиками. Все хорошенько перемешав, солим и добавляем кипяченую воду. Сейчас подождем буквально пару минут, пока суп закипит, и попробуем его на соль. Итак, сейчас я попробовала на соль, все прекрасно, отлично, хватает. И можно сейчас, если образуется, например, какая-нибудь пенка, можно ее снять. И следующий этап — это вот такие маленькие тефтельки. Я их приготовила из фарша, добавила буквально 1 столовую ложку на 100 грамм фарша риса промытого, сырого, посолила. И сделала вот такие маленькие-маленькие тефтельки. Смотрите, они совсем малюсенькие. Заморозила их, немножко обсыпала мукой, вот, и заморозила. Сейчас просто, когда суп уже закипел, я беру вот эти маленькие тефтельки и добавляю их в суп. Это можно сделать вечером, например, эти тефтельки, или же буквально за пару часов до приготовления супа. Замораживаем, они так не разваливаются. Сейчас все накрываем на маленьком огне, готовим до полной готовности всех овощей и тефтелей. Пока готовится наш супчик, сделаем турецкую заправку к нему. Здесь у меня пару столовых ложек йогурта и желток. Все это нужно перемешать, так, хорошенечко размешать. И добавим еще немножечко муки. Все, заправка практически готова. Сейчас возьмем пару ложек горячего бульона из супа, добавим сюда, все хорошенько перемешаем. Так, бульончик добавили, сейчас размешаем. И попробовав уже суп, он у меня уже полностью готов, я сейчас вот эту заправку потихонечку, аккуратно буду заливать в суп, параллельно размешивая так, чтобы желток не свернулся. И вот так вот супчик побелел. Смотрите, он у меня достаточно густой. Можно добавить, конечно же, больше жидкости. Это на ваше усмотрение. Мы просто любим вот такой, чтобы он был, грубо говоря, ложка стояла. Все, сейчас даю закипеть. И все. Если любите немножко покислее, можете добавить сока лимона. По вашему усмотрению и вкусу. Ждем и выключаем. Суп готов. Можно посыпать укропчиком или петрушкой. И приятного аппетита! Итак, друзья, вот такой вот супчик получился. Посыпала немножко свежим укропчиком и приятного аппетита. Он действительно готовится быстро, просто и очень-очень вкусный. Мой сын его обожает, и муж тоже. Так что надеюсь, что этот рецепт вам понравится. Вы его обязательно приготовите и пишите свои комментарии внизу. Мне очень интересно, как вам этот рецепт. На этом я буду заканчивать. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И всего вам хорошего. Будьте здоровы и счастливы. Пока-пока.